Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как я тонирую большие объемы искусственного меха, игрушки из искусственного меха. Тонировка немножко отличается от тонировки вискозы. Вот, потому что, например, у вискозы короткий ворс, да, очень такой реденький. Искусственный мех имеет достаточно густой ворс, и поэтому немножко нужно все делать по-другому. Вот. Ну и для начала, конечно же, мы определяем, какой цвет будет у нас у нашей игрушки. В данном случае у меня будет код не совсем стандартной расцветки, цвета форели. Поэтому я беру белый и красный цвет и буду смешивать такой светло-розовый оттенок делать. Нужно понимать, что начинать тонировку какого-либо объекта, какой-либо игрушки нужно с самого светлого цвета, самого светлого тона. То есть вы видите, например, у вас там какой-то серо-черный код, начинаем тонировать с самого светлого, светло-серого, потом переходим в более темные оттенки. Вот. И так я беру масляные краски, беру палитру, или в данном случае у меня пластиковая тарелочка. Вот. Здесь я показываю, что будет у меня полосочка светло-розовая, а потом уже по ней более темная, такой темно-серо-зеленый цвет. И так смешиваем, делаем светло-розовый оттеночек. Сначала я смешивала просто два цвета, как они были. Сейчас я добавляю немножко разбавителя, пенен номер 4, либо просто вы ищете разбавитель без запаха для масляных красок. Вот. Вам нужно довести до такой консистенции сметаны, нежирной сметаны, такой, как в магазине продают в пачечках. Вот. Ну, здесь я решаю, что нужно немножко добавить такого оттеночка рыжеватого, чтобы получился цвет такого лосося больше. Немножко не совсем прям такой розовый, да, а немножко цвет лосося. Для этого можно использовать охру. Ну и, как вы видите, неспроста здесь лежат щеточки зубные. Вот, при выборе щеточки берите более жесткую. И с ее помощью я покажу, как я тонирую искусственный мех. Вот, можно взять такую тарелочку, которая уже была использована под палитру, перевернуть ее. И у вас такая прекрасная площадочка для растирки. То есть, когда вы берете кисточку или щеточку, накладываете масло, масляную краску, вам нужно максимально ее растереть на кисточке, чтобы не было никаких там сгустков масла. Только в таком случае у вас получится не слипшийся ворс.
Вот однородный оттеночек. И с помощью зубной щеточки вы сможете хорошенько втирать ворс. Вот, при этом вы должны двигаться, видите, влево-вправо, то есть в разных направлениях и против, и по шерсти, чтобы максимально глубоко краска прошла в длинный ворс. Вот. Ну и, конечно же, зубная щетка, которая имеет большую площадь вот, этих щетиночек, позволяет нам по-быстренькому потонировать, насколько это возможно, большую игрушку. Если у вас, например, там не очень большая игрушка, то вы можете, в принципе, использовать кисточку. Возьмите, нужно брать синтетическую кисточку и желательно скошенную, плоскую скошенную. В принципе, тоже можно хорошо тонировать, но при этом вы также тщательно вытираете краску лишнюю всю из кисточки, вот, чтобы она была полусухая. Тоже можно использовать какую-то тряпочку, или там на бумажечке растирать. Просто на бумажечке будет быстро бумага впитывать краску и будет не очень экономно. Когда это на пластиковой тарелке, то краска максимально экономится, вот, и никуда она не впитывается. Логично, конечно, возникает вопрос, сколько сохнет краска и вообще не берется ли краска и все остальное. В идеале такая краска сохнет, ну вот так, чтобы хорошо, там около месяца, но через там 5-7 дней к рукам уже ничего не берется. То есть, в принципе, можно там потонировать, отправлять, и второй она уже подсохнет. Вот. Ну или пока вы просто можете там, пока игрушка сидит у вас, трогаете, понимаете, что она уже высохла, да, все впиталось, то есть ничего не берется. Такой способ, да, тоже я знаю, девочки спрашивают, все ли ткани можно так тонировать. Ну, я скажу, что вот лично я предпочитаю тонировать искусственный мех и вискозу. Ну, вискоза это, в принципе, тоже искусственный мех, только из древесных волокон сделан. Тонировать же мохер и альпаку я не очень люблю маслом, и, в принципе, ее не люблю тонировать, только люблю красить. Вот. Потому что это все-таки натуральные волокна, и, ну, как бы вы там не хотели красочку наложить на свои волосы, да, вот таким образом она не впитается вот на все 100%. То есть нужны какие-то химические красители, и я максимально стараюсь, если какая-то там пятнистая игрушка, то я крашу ее краской для волос. Это если сейчас идет речь о мохерах и альпаке с натуральным ворсом что-то. Либо же анилиновыми красителями. Можно тоже хорошо покрасить. Да, вот только что я показывала, что тряпочка, если у вас какое-то пятно такое более ярко получилось, да, в тонировке, то вы просто можете затереть его прям сразу тряпочкой или салфеточкой убрать эту лишнюю краску. Вот. Либо, если ничего не получается, то разбавителем помазать, потом тоже также вытирать салфеточкой или тряпочкой.
Итак, у нас есть розовый потом. Теперь я приступаю к следующему цвету. Это серо-зеленый такой цвет. Вот, и мешаю белое с зеленым. Итак, таким же образом мы начинаем тонировать зеленым. Так, приступаем к лицу. Ну, для этого, конечно, нужно причесать шерстку, чтобы все ворсинки лежали в нужном направлении. Вот, и открываем картинку животного и стараемся это все передать на мордочке. Теперь я беру кисточку синтетическую плоскую и тоже максимально вытираю ее вот об палитру, чтобы она была полусухая и не склеивала ворсинки. Первый шаг. Нужно очень поработать с собой, решиться все-таки начать рисовать. Вот, потому что всегда кажется, сейчас я все испорчу. Но на самом деле, когда прорисовывается мордочка, уже становится не так страшно, и видишь, что, в общем-то, не зря все было. Если краска попадает на глазки, ну, желательно убрать сразу, либо если вы там забыли убрать, можно на следующий день убрать, но только уже с растворителем. А так сразу можно убрать ватными палочками, тряпочками. Ну и теперь приступаем к самому интересному, это к тонировочке морды, вот, к созданию образа непосредственно. В принципе, легко, когда есть фотографии и по ней рисуешь. Когда это фантазийное животное, немножко страшно, потому что не знаешь, с чего начать. Получится то или не то, что ты себе представлял. Ну, ничего, это тоже интересно. Итак, вот для тонировки глазок я использую тоже синтетическую кисточку, более тонкую, скошенную и черное масло. Потому что очень удобно кисточкой проникать туда внутрь, под веко и прорисовывать тоненькие полосочки.
Дальше будем рисовать пятнышки. И пятнышки можно рисовать другой кисточкой, круглой. Вот, потому что, ну, понятное дело, что она ставит круглые точечки, да. Если бы это были полосочки, то я бы продолжала рисовать плоской скошенной кисточкой. И теперь при прорисовке ротика нужно хорошенько все расчесать. Вот, и также тоненькой плоской кисточкой прорисовываем. Можно также использовать маркеры для ткани или маркеры Копик. Вот, они очень хорошо тоже помогают прорисовать тоненькие части. И переходим к покраске точечек под усы. Вот, для этого я использую маркер Копик. Сейчас именно черного у меня нет, но есть у меня вот такая заправочка для черного маркера и просто какой-то телесный маркер, который я в принципе вообще не использую. Вот, я использую его как кисточку. Просто макнула в черный цвет, в черные чернила и прорисовываю точечки. Но тут я, конечно, все закрыла. Либо мне видно, либо вам видно, извините. Немножко, конечно же, касаемся ушек котика цветами, теми, что мы использовали.
Ну и теперь, конечно, мы делаем пятнышки на спинке. Все таким же образом, та же технология. Хочу напомнить, что мои работы вы можете видеть в Инстаграме. Если вы хотите создать такого котика, такого либо подобного, либо с другим окрасом, вы можете найти ссылочку под этим видео на мой магазин, где можете приобрести этот мастер-класс. Он в записи. То есть там полное видео с выкройками по белому, серому и рыжему коту, с полной инструкцией по созданию, вот, которая включает сборку, создание век, двух видов век, стрижку, усы, армирование и много-много другого интересного.